Привет, на канале Майк П. Шоу, с вами Майк Орион, и в этом видеоролике я расскажу сюжет Амнезии Бункер и разберем основу геймплея в данной игре. Приятного просмотра! Сюжет игры начинается с того, что мы играем за английского солдата Анри, который прыгает в окоп. На дворе Первая мировая война. Мы убиваем немцев, которые засели в окопе. Мы подбираем нашего раненого соратника Амбера. Нас контузит, и мы теряем сознание. Мы просыпаемся в бункере. Мы заходим в одну из комнат и обнаруживаем раненого солдата, который рассказывает, что мы заперты, так как основной вход был подорван, и нам нужно найти взрывчатку в арсенале и рукоятку настройки от детонатора, чтобы открыть завал. Также он просит нас, чтобы мы покончили с его мучениями, так как все офицеры бежали от неизвестного существа, и он боится, что оно его съест. Он дает нам револьвер и говорит, что патроны в чулане, но мы не успеваем, и его съедает монстр. На что же похожа эта игра? На шахту Пенумбры. Такой же геймплей, такие же темные коридоры, очень сильно мне напоминает эту игру, особенно первую и вторую часть Пенумбры. Также мы обнаруживаем, что можно включить электричество, если заправить генератор топливом. Также следует отметить, что в Пенумбре первой также был завал, который необходимо было взорвать. И также сюжет повествовался через записки и изредка через диалоги. Из записок солдата мы понимаем, что солдаты при строительстве бункера наткнулись на древние римские каналы, в которых проводились оккультные обряды. Из записок сержанта Стефана можно понять, что канал не имеет ничего общего с римской цивилизацией. Описывают жестокие ритуалы, опасные духи. Стефан в записках приходит к выводу, что цивилизация знала секрет бессмертия и связывалась с существами. Но мы знаем, что эти сущности являются инопланетянами из других частей Амнезии. Часть солдат начала сходить с ума от воздействия данных шахт. Из записок других солдат можно узнать, что в шахтах они слышали вой и видели неизвестное существо, и оно прорвалось, убив несколько солдат. Солдаты были очень испуганы и решили завалить вход, чтобы это животное никого не съело больше. Но нам не повезло, и мы остались в бункере. Из записок мы узнаем, что один из солдат оставил нам запись кода по радио от своего ящика. Но свет отключен, поэтому нам нужно подпитать ту комнату, где находится радио, чтобы узнать код. Мы проводим это и подключаем свет, и узнаем код от шкафчика, и получаем сумку. Следует отметить, что предметы будут появляться рандомно и в различных местах, и каждый геймплей будет проходить по-своему. Также среди записок мы узнаем, что один из солдат должен был пойти в разведку ночью. Это должен был быть либо Клемент, либо Августин. Они спорят на картах, но Клемент мухлюет. Он позже начинает себя винить, так как Августин не вернулся с разведки. Открывая один из ящиков под именем Лавальд, мы получаем противогаз. Сломав несколько дверей, либо кирпичом, либо с помощью гранаты в локации тюрьма и в арсенале, мы собираем полный план карты нашего бункера. Собрав все вещи для факела, мы отправляемся в мастерскую и отгоняем крыс из отверстий в стене. Мы попадаем в церковь, где много растерзанных тел. Там мы обнаруживаем записку Амбера. Он рассказывает, что после того, как мы потеряли сознание и спасли его, он отнес нас прямо в бункер. Нам чудом удалось выжить. Наш друг пообещал принести игрушку сыну в виде зайца, которого мы обнаружим позже. Поднявшись вверх по лестнице, мы находим жетон солдата с кодом. Эти позиции обстреливаются снайперами. Мы находим тротил. Военнопленного немца съедают, так как мы провоцируем монстра на это. Но в самой комнате мы обнаруживаем предметы, которые необходимы для дальнейшего продвижения. Это было необходимо, так как данный немец является одним из офицеров и знает план войны, так как у него были из записок сказано, то погоны были оторваны специально. В одном из железных ящиков мы находим гаечный ключ, с помощью которого мы открываем вентиляционную шахту в одну из комнат в локации тюрьма. В этой комнате мы находим пульт управления светом. Найдя арматурные ножницы, мы открываем вход, который закрыт цепями, и попадаем в шахты, которые затоплены. Мы включаем насос и откачиваем воду, и убираем коробку, которая мешала пройти нам дальше. В данный момент мы находились в локации стройка. Мы обнаруживаем записку Тусена, который сходит с ума. Проникая в сами римские туннели, мы обнаруживаем обезумевшего, который хочет нас убить с помощью дробовика. Мы убиваем его и забираем рукоятку от детонатора. Сложно сказать, от чего сошел этот человек с ума, либо от воздействия инопланетян, либо от воздействия газа, который там долго находился, либо от страха. Также мы подбираем игрушку нашего друга и жетон с кодом,
в яме, в которой он их потерял. Собрав всю систему воедино, мы взрываем завал и спускаемся ниже. Мы обнаруживаем записку, где раскрывается, что наш товарищ тоже обезумел и, возможно, убил своего соратника. Мы находимся у входа, и тут есть две концовки. Либо мы убиваем монстра, и он падает в бездну, либо мы ставим ящик к стенке и поднимаемся по ней наружу. Там нас встречают немцы, и мы попадаем в плен. Убийство монстра на концовку почти не влияет, лишь влияет на ваш нравственный выбор. В любом случае вы попадаете в плен. Геймплей очень интересный, есть много страшных моментов, которых не хватало в прошлой части Амнезии. Геймплей игры остался почти неизменен и очень похож на геймплей Пенумбры, первой и второй. Но появилась возможность стрелять в наших противников. Также игра богата головоломками. Мне кажется, что таинственные камни в римских туннелях появились не просто так, и это вызвано воздействием портала, который там находится, как это было в других частях Амнезии. Сложно сказать, кем был этот обезумевший, либо он был Тусаном, либо нашим товарищем, которого мы спасли ранее. Также следует отметить, что монстром, который охотится за нас, является наш главный товарищ, так как мы дали ему попить воды из той лужи, в которой попал этот неизвестный артефакт. Вследствие этого он как раз и превратился в этого монстра. Это одна из моих догадок и теорий, так как мы замечаем, что с ним происходили какие-то неизвестные вещи, а тем безумным сумасшедшим на самом деле является, то есть с дробовиком ходил как раз тот человек, о котором я говорил в его записках. Также на это подталкивает то, что мы можем бросить игрушку, которую наш главный друг хотел вернуть своему сыну, и именно сам монстр на нее реагирует. Вследствие этого мы можем сделать вывод, что это и правда был наш соратник. Надеюсь, этот видеоролик был полезен вам. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем успехов и пока.